Не снимай, не выкладывай. 8 октября, девчонки, мальчишки. Ездил на базу заниматься. В общем, сейчас еду домой, завел машину. Чек не горит. А что так? Бывает, что ли? Что он просто сам по себе погас. Я, честно говоря, ничего не понимаю, что происходит. Просто чек взял и погас. Как так? Там же не лампочка стоит, а светодиод. Это что, типа он перегорел, что ли, или что? Сейчас до дома доеду, попробую просто зажигание включить. Интересно, он будет гореть или нет? Тревожусь что-то прям. Ну давай прям здесь на светофоре попробуем заглушить и завести. Нет, горит. Это как вообще? Это как? Я не понимаю, что происходит. 9 октября, девчонки и мальчишки. Темное время. Помнишь, да я лампочку аэрбэга заклеил, чтобы ее не видно было. Все равно видно. Плохо я ее заклеил. Хочу заклеить по новой. У меня под стеклом очень много мусора. Ну там, внутри. Его сейчас не видно. Там собачьи волосы и все такое. Хочу переделать. Почище сделать немножко. Все очень просто. Гибаем, просто потихонечку давим. Раз. Видишь, уже вылазит. Стараемся ничего не сломать тут. Ножик слишком толстый. Потихоньку. Так. Готово. Так, сейчас сниму стекло, протру все снутри. Видно, что какой-то мусор, видишь? Вот это вот хрень всякая тут. Вытираешь, вроде бы все чисто, потом сидишь, солнце как-нибудь падает, смотришь, столько грязи, блин. Вот грязнулька не убирается почему-то никак. Не знаю, что это такое. Достаточно. А вот эту штуку я красил, если ты помнишь. Тоже есть мусор. Теперь надо приподнять вот эту штуку слегка и посмотреть, что мы сможем там еще залепить. Сможем ли. Чик. Чирик. Вон, видишь, бумажка там. Через нее просвечивает спокойно. Можем взять вот такой вот скотч. Правда, это чужой скотч, Андрюхин. Могу свой поискать где-нибудь. Сейчас что-нибудь придумаю. Я на своем столбе снимал стрелки. Ну, а потом это такая возня, то есть очень долго надо настраивать их. А так как у меня не было стекла на том кубе, вот этого стекла не было, вот этого, то это я по навигатору настраивал. Это я заливал полный бак, ставил тут. Или ждал, когда загорится лампочка, и ставил в определенное положение. Ну, а здесь просто на шару ставил. Видишь, как лампочка выжгла покрытие. В общем, здесь я не хочу их снимать. Поэтому придется вот через эту щель все делать. Еще, наверное, я заклею все-таки этот АБС, чтобы он меня не раздражал. Реально, когда темно, просто по шарам бьет. Раздражает. Не знаю. Не уверен я в себе, что я смогу эту байду забороть. Скорее всего, блок АБС глючит. С ним я точно ничего не смогу сделать. Засовал туда всякий там скотч, то все. Прекрасно понимаю, что это лютый колхоз. Нет у меня ни возможности, ничего это забороть, поэтому вот такими колхозными методами боремся с этим делом. Просто у меня вчера потух чек сам по себе. Это было уже поздновато, темно было на улице. И у меня же, знаешь, как будто бельмо с глазу пропало. Я что-то подумал, что, блин, как бы было хорошо, если бы вообще все погасло. Не снимай, не выкладывай. В общем, никуда я не пошел. Сейчас тебе покажу, в чем тут прикол. Не знаю, видишь ты, нет. Как тебе это показать-то? Короче, я же залеплял вот этой желтой штукой. Когда солнце светит, и через вот эти значки видно вот эту желтую штуку. Так что разбираем и находим какой-нибудь черный. Может быть, изоленту черную или что. И вставляем ее туда. Видишь? Подклеил там просто дырочку эту. И здесь видно, что желтая вон пробивается через это. Ты видишь? Она прозрачная, видишь? И через нее видно. В общем, все излазил. Ничего черного нет. Но есть
черный фломастер. По-моему, выход. Сейчас это поднимаю и там черным все закрашиваю. Вот эту вот ленту. Колхоз. Ну, сразу вижу уже, что ничего не торчит. Теперь собираем, идем ставить. Налепил. Собираю. Шурупчики. Сюда один шурупчик. В общем, следующей весной буду перекрашивать вот эту штуку. Вот эту, видишь, обтерлась уже как. Видать? Беспонтово смотрится вообще. Переделать надо. Переделаю недолго. Когда тепло, вообще по кайфу ковыряться, работать. Хлоп, и все, на месте. Так, теперь эту штуку собираем. Так, прицепил прикуриватель, аварийку. Подшипников набрал задних, ступичных, а они в норме. Зачем я их брал, вообще не понимаю. У меня вечно так, блин. Что-то гудит, короче. А, наверное, задние подшипники. Тем более, когда мы колодки меняли, видели, в каком состоянии один подшипник. А так как по одному обычно не меняют, как бы по два сразу. Взял два. Ну, вот так вот теперь они будут лежать теперь до второго пришествия. Надо было сначала заехать в сервис к специалисту, чтобы он покрутил колеса и сказал. А оказалось, что это левый передний подшипник конченый. Ну, косяки по покраске ты уже видел. Это уже я тут чем-то цепанул, короче, видишь. Во-первых, все делалось на скорую руку, скорее, было уже холодно. Ничего не сохнет, поэтому истерика была небольшая. А надо было все это ободрать, загрунтовать. А я что сделал? Я на свою, это помнишь, бежевая была у меня покраска. На нее просто бахнул и все. И теперь чуть только зацепляешься, и бежевая вылазит сразу наружу. Вот, например. Надо было грунтануть. Что взял? Мне так нравится, когда ничего не горит. Да я, конечно, по-тупому это все сделал. Но, блин, я не могу по-другому сделать. Еще раз повторяю. Все, АБС, короче, кончился у меня. И я не вижу, чтобы подушка тоже просвечивала. Вот это мне нравится. Заводим. И все потухло. Так, ремень. Ну, ремень, понятно. Когда пристегнусь. И ручник. Вот так мне по кайфу. Как бы, когда вот так вот. Так, сегодня у нас репка. В общем, настрадавшись на непонятной табуретке, которая вот так вот вся. Вот у меня есть подобная, например, табуретка. Как ты ее не затягивай. То есть буквально тебе хватает сесть, встать, и она опять такая. Как ты ее не затягивай. Что здесь невозможно затянуть. Моментально разбалтывается все. Что здесь? Фуфло, короче. Вот у меня есть табуретка. Просто жесточайшее крепление. Никаких резьб. Просто все жестко держится. Чтобы вообще ничего никто с ней не сделал. Потому что бывает, часто беру на всякие совместные концерты. Кто-нибудь садится, начинает крутиться на табуретке. Так мне ее и сломали. Ой, видал, какой крепеж? Хомутище какое. Бабам. Никогда тут ничего не будет крутиться, болтаться. Здесь была такая гайка с зубом, которая вот сюда упиралась. На каком-то концерте кто-то сел и крутнулся на нем. Хотя видно было, что он не приспособлен для того, чтобы крутиться на нем. Ну, гайки настал капец. Этот болт просто теперь как декоративный болт какой-то. Его можно убрать вообще. Потому что он никого не удержит здесь. Держала гайка. Поэтому вот здесь вот есть вот это. В общем, репка с 7. Время 5 минут 8. Ау! Виталя, ты где?
10 октября, девчонки и мальчишки. Опять таскаю туда-сюда, обратно. Ничего нового. Все, вчера порепали, сегодня я уже тут на базе. Так, я притащил. Сейчас развешусь, буду репетировать, гонять песенки. А гоняю я не те песни, которые мы сейчас репетируем для концерта, для каверового концерта, а гоняю я песенки для авторского. Вот. Потому что как только мы отыграем, мы начнем готовить авторский материал. Вот, и нужно быть готовым, поэтому вот. Конечно, хочется давануть диван, так вот прям вот, надавить прям на него так, придавить его так, но нужно немножко подзубрить. Хобана. Толян. Чик. Пиваром. Перво-наперво, короче, распишу все новые песни. Ну, какие попроще, просто пишешь там куплет, припев. Где-то посложнее, надо все ритмы расписать, которые играются. Вот в кружочках ритмы, которые играются. Так я раз 10 сыграл, потом уже и не смотришь. Расписал еще 3 песни, короче, прогнал. Что-то я подустал сидеть. Ой, а что-то шея затекла, бля. Так. Ну что, хватит тут торчать. Уже башка гудит, честно говоря. Пошел домой. Сейчас ничего тебе играть не буду. Приеду вечером, сыграю. Может быть, одну песню, не знаю, посмотрим. Не снимай, не выкладывай. Весна танцует на ладошке, а я хватаю с неба крошки. Уж лучше с неба, чем с земли, ловить волшебные ручьи. И стоит ждать
Летом на день рождения купил себе сумку. Помнишь? Это мамкин подарок такой. Ну, мамкин и батин, можно сказать. Новый рокбэк. Чумачечья сумка просто. Старая, за практически 15 лет превратилась в хлам. Но даже нашлись те, кто писал, что моей сумке, моему рокбэку 20 лет. И с ней ничего не произошло. Я очень вам завидую, ребята. А вот у меня повылазило все наружу, короче. Пооторвались все ручки. Здесь дырка была, здесь. Один замок, короче, пришлось ликвидировать, потому что он не закрывал. Я его убрал. Там что еще? Вот этот замок не закрывался сбоку, короче. На 15 лет сумки. Вот, как-то так. Теперь вот сейчас брошу ее в багажник и буду в нее напихивать с стойки. Историческое событие. Влезет или нет? Смотри, не вылазит. Видишь, загибаются края. А почему так? Почему в тот куб входила? А? Ну так-то, в принципе, засунуть можно. Только когда складывать не в машине, надо учитывать это. Вот настолько не вылазит, прикинь. Прикинь бы, я на базе сумку эту набил, принес бы сюда. Она бы не влезла. Притащил стойку, смотри. Там она ногами уперлась. А здесь вот этой штукой. То есть мне как бы ничего не помешает ее сложить. Ну просто я всегда хотела узнать, как в обычном кубе барабаны возить. Теперь вижу, что ну такое. Так. Ну то есть возить можно, но есть нюанс. Надо, если я вот здесь сумку эту положу и в нее напихаю, то я ее потом не всуну в этот багажник, короче, беспонтовый. Ну и как ты помнишь, сверху сумки я закатывал бочку. Ну вот, как тебе кажется. То есть, видишь, насколько тут мало места? Вот от сидушки до двери. Если бочку еще взять нормальную, вообще она сюда хрен влезет. Ну, то есть, не тот вариант, что всей группой и с аппаратом, типа, куда-то поехать на нем можно. Заколебаешься тут на нем ехать. Тесно будет. В общем, чтобы ты понимал, в длинный куб влазило все барабанное стафло, сверху еще бас и гитара, и 5 человек в салоне. Причем 5 человек достаточно свободно себя чувствующих. Здесь можно было это все барахло запихать в багажник, но тогда бы диван бы все равно бы пришлось выдвинуть. Кстати, я выдвинула. Я пока только еще учусь тут складировать, как тут правильно. Я зачем-то выдвинул диван. Вот. Ну, то есть увеличил багажник. А сложил все в салон. Ну, короче, дурдом. Надо еще тренироваться. Ну, понятно, что здесь места меньше. Такие дела. Едем в гараж папсика забирать. Они какого-то лешего там в саду делали сегодня. Так резко похолодало. У меня прям ощущение такое, что сейчас снег пойдет. А в общем, что я хотела сказать-то? Всем спасибо за просмотр. Бензин стоит 0,000. Увидимся в следующем бложике. Постараюсь что-нибудь подснять. В своем первом концерте птички собираются. Сейчас полетят, наверное, на юг.
В общем, постараюсь что-нибудь подснять, если получится. Ну, если будет место, чтобы удачно расположить камеру. Если нет, то все равно кто-нибудь что-нибудь будет снимать потом. Где-нибудь выцеганим. Всем спасибо и пока. Пока-пока. Иначе себя люблю. Я уже не